Ребята, всем добрый день, доброго вечера и доброго время суток. Сегодня решил записать видео, используя Xentry, проверку системы Airmatic. Да, это пневмоподвеска, если вдруг кто не знает. Кузов 164 МЛ. Вот причина производства диагностики — это услышал какой-то, мне, по крайней мере, показалось, возможно, необычный звук компрессора, особенно на холодную. Может, у меня уже кажется, потому что все-таки тема известная, свои проблемы имеет. Вот решил в первую очередь произвести, значит, замеры, используя мультиплексор через Xentry. Тут, слава богу, можно очень неплохо проверить именно электронную составляющую, включая также давление и нет ли утечек. И вот как раз это видео будет посвящено именно проверке, используя Xentry. Да, там сейчас видите целый набор функций, да, которые можно проверить, включая давление, компрессию. Да. Сейчас как раз герметичность это и будем проверять в первую очередь, потому что все остальное все работает. Вроде бы каких-то ошибок, каких-то подозрительных потом писков или еще чего-нибудь такого не было. Просто показалось, что на холодную компрессор немножко дольше работает. Ну, может быть, со временем действительно он уже выходит из строя потихоньку. Ну, вот сейчас сделаем, значит, короткий тест в первую очередь, да, произведем. И потом уже перейдем напрямую в блок управления, и там есть проверка неисправностей. Машина 9-го года, кто не знает, у меня ноябрь, это 63-й бензиновый. Так-то все хорошо, слава богу. Вот, сейчас проверяется. По крайней мере, по ошибкам в системе Airmatic ошибок не наблюдается, что не может не радовать. Извиняюсь, если немножко дергается видео. Все-таки держу рукой одной телефон и записываю. Так, завершается проверка на ошибки. Так, слава богу, ошибок нет. Там незначительные изменения. Так, парктроник. Понятно, так. Заходим, значит, в Airmatic. Ну вот. Пневматические проверки. Вот начнем с первого. Пневматическая проверка конструктивного узла или блок компрессора. Заходим. Вот тут есть описание. Кому интересно, нажимаете на паузу. Соответственно, посмотрите, что именно происходит. Итак, будет так. Начинаем. Угу. Так вот происходит проверка. Сейчас вот заработал, слышно снаружи. Угу. Отлично, работает безупречно. Теперь пневматическая проверка конструктивного узла. Другого — это клапан регулировки уровня кузова, передний левый. Поехали. Угу.
Производит в автоматическом режиме все эти проверки. Отлично. Теперь то же самое, только передний правый. Уровень кузова стойки проверяется и при необходимости адаптируется. Тоже хорошо. Отлично. Так, теперь задний левый. Отлично. Переходим к следующему этапу. Теперь задний правый. Радует то, что все это можно сделать в автоматическом режиме. Система все-таки продуманная. Поэтому также, наверное, стоит это делать, если были заменены, то есть сами амортизаторы пневматические. Так, тоже работает отлично. Теперь, пневматическая проверка конструктивного узла. Это нагнетательный клапан центрального аккумулятора давления системы Airmatic. Тоже хорошо работает. Теперь пневматическая проверка. Это клапан сброса давления Airmatic. Отлично, все работает. Теперь проверка герметичности между компрессором и блоком клапанов.
Процесс идет. Так, извиняюсь, это на батарейке работает. Угу. Отлично, герметичен. Следующий. Проверка герметичности между блоком клапанов и амортизационными стойками. Угу. Тут требуется... Понятно. Да, видно, он уже больше... Дальше в автоматическом режиме не предлагает. И последнее. Между блоком клапанов и основным ресивером. Угу. Включился быстро и быстро отключился. Видно, так и должно быть. Понятно. В общем, утечек нету, значит, можно нажимать F5. Вот. Ну вот и все. Значит, коротенькое видео. Ну, мне лично очень пригодилось. По крайней мере, я уверен, что давление все в норме. Нет утечек. И, по крайней мере, с электронной точки зрения, компрессор и все остальные узлы работают корректно. Ну, дальше буду наблюдать. Будем надеяться, что в ближайшее время поломок наблюдаться не будет. Вот, так что всем спасибо, кто посмотрел. Надеюсь, видео было полезно и, возможно, кому-то пригодится для проверки своего автомобиля. Все. Всем удачи, ни пуха, ни пера, и ни гвоздей, и ни жезла на дорогах. Так что всем удачи, пока-пока, до следующего видео.